Ну что, у нас продолжение нашего сериала про нашу керамику, собственно. Надеюсь, этот сериал вам не надоел. Это уже у нас получается 5-й совместный с Андреем обжиг. Накрутили кучу разной керамики. В этот раз у нас будет много гайваний маленьких. Потом будут всяческие психические пиалы. Я вот тут придумал собственный стиль. Ну, понятно, что такое тоже делали. Это, в общем, секретная технология. В общем, да, из отходов производства. А потом внутри мы перемешиваем, получается, ну, обтачиваем, получается такая смешанная глина. Нирияги называется по-японски или дяони по-китайски. Будет такое нечто необычное. Вот, сейчас несколько, еще причем, так как мы сюда глазуруем кучу разных глазурей, естественно, как всегда, то получится, наверное, что-то интересное. Готовим партию. Тут у нас дожигается утиль. Это уже будет на следующий обжиг. Потому что в этот раз не успели. Там еще тоже очень много сделал крутых пиал Андрей. Именно тоже в технике нирияги, смешения глин. Экспериментируем с глазурями. Такая вот ваза будет тоже. С прошлого раза у нас осталась ваза. Вот, тоже будем в этот раз обжигать. У нас будет 3 вазы целых. Тоже такое направление. Даже 4. Такую кракозябру я сделал. Посмотрим, что из этого выйдет. Мне очень нравится, как у нас с Андрюхой такое взаимное дополнение стиля. То есть Андрей делает все очень аккуратно, такие ровные изделия по классике гончарного искусства, с экспериментальным подходом, но все очень аккуратно. А у меня такое максимально дикое. Что-то я делал, что-то Ярослав. Ну, в общем, такой стиль ваби-саби, да? Ваби-саби же, да? Абыкабы. Абыкабы, да. В стиле абыкабы, да, но при этом благодаря, скажем так, тому, что мы делаем дрова плюс глазури, получается очень даже тоже забавно. Ну, кстати, Ярик такой вот делает. Вот. Сейчас мы это поглазуруем, я думаю, будет нормально. У нас уже есть запас утиля, то есть первичного обжига, изделия, которые мы берем, собственно, глазуруем и готовимся к печке. Вот. Очень приятное занятие. Работаем. Так, ну что, мы наглазуровали. Мы сделали. Да, сейчас Андрюха почистит лещатки от прошлого обжига и будем обжигать. Погодка, конечно, просто благоволит, в кавычках. Благоволит. Вот наш храм обжига. Ананас, кстати, прошлый. Будем сейчас разбирать печку, снимать. Смотреть, что получилось там у нас. И сейчас протоплю, прогрею сначала ее. Ну, 5-й обжиг скоро начнется. Видно, как печь уже заглазуровалась немного внутри местами. Конкретно здесь прям зольными глазурями. Сейчас надо ее очистить от мусора. Андрей там чистит лещатки. Мы сейчас очищаем печку, загружаем и начинаем топить. Ну вот, загружаем печь. Тут мы поставили 4 вазы, поэтому не достроили здесь этажи дополнительные. Вот у нас тут тиваны, пиалы, гайвани. Еще делаем утиль на дровяном обжиге для росписи, ручной росписи. Вот, поэтому тут у нас будет
много-много всего крутого. Ну все, мы вроде загрузили печь полностью. У нас получилось 3 этажа нещадок. Тут изделия повыше, вазы, утиль. Короче, все готово. Андрюха начинает растопку. Ну все, печь затоплена, вот, замазана. Сейчас принес калиновое одеяло, сейчас им накроем. И сегодня мы должны будем установить термопару. То есть мы будем наблюдать температуру не по конусу, а по термопаре. Но в принципе конус у нас 1 на 1200 тоже стоит. Будем смотреть, что получится. Сейчас вначале мы топим спокойно, чтобы не пережглось. Тут, кстати, видно, у нас плохо видно. Сейчас посмотрим, насколько будет видно вот так. Да, видно там ЧХ. 5 штучек стоят. В прошлый раз те, которые стояли в трубе, какие-то обожглись, а каким-то было все-таки достаточно температуры, потому что нужно полностью закрывать все, чтобы температуры хватало. Ну, то есть, в смысле, убирать туда более вглубь именно обжиговой камеры. Вот так нагромоздили трубу повыше, чтобы соседям не шел дым, если ветер будет. Ну, на самом деле, когда да, чуть выше делаешь, уходит в небо, никому не мешает. Вот, особенно, когда такая дождливая погода, безветренная. Дров сухих у нас сегодня мало, поэтому, может быть, почти нет, поэтому будем смотреть, что получится. В прошлый раз это нормально, была такая полусырая береза, и все было отлично. Так что топим, смотрим. Я думаю, что сегодняшний обжиг будет особо дорог. По той причине, что погодные условия, в которых нам приходится работать, это тоже шикарные, да, шикарные, но требуют дополнительных навыков. Печка у нас вовсю уже жарит. Мы теперь у нас с электрическим, значит, хай-тек технологии. 467 градусов у нас уже, обалдеть, класс. Ну все, нагреваем. Сейчас еще чай попьем. Будем пить сейчас глушу номер 2. Чай со старых деревьев из Дингу. Причем тут пробник у меня, по-моему, наверное, года 4 уже, так что, можно сказать, немножко даже выдержанный. Любая работа лучше с чаем. Это 100% проверено. Вот попил чай, и как-то сразу все вот. Да, и настроение лучше, если как-то уже и дождь не так беспокоит, и как-то вроде уже и легче, и прям хочется встать и подбросить, например, даже. И вообще все хорошо. Да, на мне сейчас видно не очень хорошо, но зато видно этот пламень. Сейчас у нас температура уже 1105. Жжем мы уже, наверное, часов так 8. Вот еще нужно догнать до 1240, наверное, мы сейчас догоним в этот раз. Потому что у нас там глазури, которые нужно прям на этой температуре обжигать. Хорошо идет обжиг, уже темно. В общем, продолжаем работать. Работа достаточно монотонная, ты просто подбрасываешь, следишь за температурой, поэтому я уже показываю ее много раз в других видео. Если вам это интересно более подробно, можете посмотреть в предыдущих видео. Поэтому да, сейчас мы уже скоро завершаемся, будем закрывать печь. Завтра уже будем открывать печь, и это, пожалуй, самое интересное, потому что это всегда лотерея. Особо интересно, как же получится ваза, вот как получится, собственно, утиль. Ну, даже не утиль, а черепок для росписи, который мы обжигаем без глазурей. В общем, параллельно с тем, как у нас там остывает печь плавно, мы еще дожгли утиль. Вот такой вот офигенный просто утиль. Это тоже в технике нейрияги смешанная глина. Такие вот юноми формы делал Андрей свои видоизмененные. И тут есть тоже пиалы одного известного мастера. Одного неизвестного мастера тоже вот такие вот
Тяванчики. Это пока еще только утиль. Будем еще глазуровать, естественно, пережигать, но жечь на дровах дальше. Утиль мы жгли на электричке. А вот так вот бывает, когда вот эта вся партия, это все накрылось. Когда не досушили и пытались досушить в печи, поставили там программу, но, в общем, досушивать в печи даже на очень медленной температуре, на низкой, все равно будет лажа. Поэтому давайте свои керамики всегда высохнуть самой. И желательно подольше. Она была прям сухая-сухая, только потом утиль. Потому что тут у нас накрылось 50 пиал. Все вот еще потому что смешанная, когда глина, она вот так вот отстает. Если ее нужно особо внимательно сушить. Вот такая вот партия. Выжило только 4 штуки. Вот. Может быть, мы их как-то там на электричке обожжем. Будут для внутреннего пользования. Вот эти, например, нормальные. Еще тут трещина не видно, на глазури может закрыться. Хотя нет, здесь все видно зато. Вот она прям лопается. Пиалки очень классные, но будем заново прикручивать, делать еще такую партию. Вот парочка выживших. Такая вот красота. Будем обжигать на дровах. Это у нас уже для следующего обжига партия готовится. Очень интересно, что получится сейчас. Сейчас у нас остывает печь. Ну и завтра уже будем открывать ее. Сейчас надо спать. Да, наше реалити-шоу продолжается. В общем, да, для меня это реально как реалити-шоу, потому что сидишь дома, самоизоляция, вот эти все дела там, да, то есть реально такой день сурка немного, но, слава богу, у меня есть развлечения. У людей даже такого нет, поэтому грех жаловаться, как говорится, да. Пойдем сейчас, я еще пойду потихонечку приоткрою печку, она остывает. Тут немножко утром обтачивал диваны, вот. Необычные диваны, да, кстати, вот тут тоже кое-что достали вчера из утиля. Такую вот классную штуку сделал Ярослав. По-моему, даже показывал уже. Вот. Это моя пиала, тут у меня глазурь экспериментальная, личного смешения. Посмотрим, что из этого выйдет. Буду сегодня, наверное, обожгу немножко на электрической печи пробников. Я еще делаю пережиги иногда, то есть когда что-то на дровах плохо обожглось, я, значит, потом это пережигаю на электричке, и получается очень интересные такие эффекты. Вот есть вот такой вот всякий брак, там видно пузырь, там что-нибудь еще. Это, естественно, ни в коем случае никуда не годится. Я это покрываю заново глазурью, либо разными глазурями, либо чем-нибудь еще, и, значит, обжигаю. И смотри, что из этого выйдет. Так, это я продвигаюсь к печке. Сегодня погодка получше, вчера такая дождина была вообще. Можно посмотреть, что тут. Эту маленькую щелочку утром открыл. Оттуда, естественно, идет очень большая температура пока. Одеялка тут наша. Я думаю, что, может быть, немножко можно уже приоткрыть. Каждый раз вот эта история с дровяной печкой, это, господи, такая лотерея. Никто ничего не знает, что будет. Будет ли что-то вообще. Или там все вообще поплыло. Или перегорело. Или еще что-нибудь. В общем, это всегда такая очень-очень волнительный момент. Пока одеяло немножко отодвину, чтобы печка начала быстрее остывать. Очень важно вначале ни в коем случае не открыть резко печь, иначе случится первый удар. То есть просто можно все повредить. Либо если не все, то, по крайней мере, очень-очень много. Кстати, я возьму термопару, у нас теперь есть чем померить температуру внутри. Сейчас принесу, померяю температуру. 25 градусов в комнате. Отлично. На улице явно не столько. Ну вот, воткнул термопару, подключил. Сейчас там внутри еще 369 градусов. Чуть-чуть так вот приоткрою калиновое одеяло. Просто чтобы печь начала быстрее остывать. Вот. Может быть, чуть позже, может быть, сделать маленькую щелочку. Именно в самой крышке нашей печи. Вот. Ну и как бы означает, что если там температура воздуха 360, то температура изделий может быть еще выше. Вот, поэтому, естественно, трогать их раньше времени не надо. Замечательная погода, вышло солнце,
Температура особо не падает, по-прежнему 330, ну тут, конечно, подупало на 40 градусов, но прошло часа 2, на самом деле, уже полтора. В общем, да, поэтому я думаю, что мы сейчас будем убирать одеяло. По-прежнему из дырки сильно идет жар. Я чуть-чуть еще приоткрою пошире приоткрою отверстие, чтобы печь остывала. По-прежнему постепенно, но чуть побыстрее, скажем так. И можно, кстати, в дырку уже посмотреть, что там. Очень хочется посмотреть, что там, потому что не терпится. Я вижу ЧХ, вижу, что они обожглись, но не вижу как. Ладно, пока не буду дальше лезть. Очень нетерпеливо это все. Сейчас уберу пока одеяло. Снял одеяло, видно прямо на глазах, как падает температура. Сейчас там уже 314-315 градусов. Одеяло очень сильно делает термоизоляцию. Каолин. Сейчас очень быстро будет падать она, но не слишком быстро, чтобы не чрезмерно охладить изделие. Хотя, в принципе, после такой температуры считается, что некоторые открывают печь даже на более высоких температурах, но мы не стремимся к риску, поэтому я лично стараюсь так не делать. Думаю, что подождем еще немножко, упадет где-нибудь до 250, наверное, и будем уже чуть-чуть приоткрывать щелку. В принципе, иногда, если торопишься, если прям какие-то объективные причины, можно чуть раньше приоткрыть, но риск всегда есть. Так как мы сейчас никуда не торопимся вообще, то лучше подождать. Так, ну что, у нас уже 278 градусов, 277. Приехал Андрей, и мы решили сделать щелочку. Рискуя жизнью пиалы, одну все-таки достанем. Абана! Ох ты, ё-моё. Она уже активно кракрится. Я ее держу от ветра холодного. Это, собственно, мой авторский купаж в глазури. Неповторимый настолько, потому что я сам не помню, с чего я его смешал. А там у нас что? Ой, тут это уже сейчас упал кусок туда. Это я сейчас только, да. Ага. По-моему, у нас получилось второй раз подряд. Попробуй. Угу. Ох ты, ё-моё, смотри, какая ваза. Она целая. По крайней мере, вот моя, которая маленькая, она целая. И она даже не спузырилась. Потому что тут есть несколько рисков. Первый риск не дожечь, а второй риск пережечь. Пережигали мы уже не раз. Один раз у нас насыпалась куча мусора. Один раз у нас неудачно лег фарфор и просто глина потрескалась. То есть была, ну, короче, была проблема в материале. Ну все, пускай потихонечку охлаждается. А мы сейчас пойдем пока ящики принесем. Торжественный момент, Андрей. Давайте чуть-чуть, не будем полностью тебя, давайте чуть-чуть пошире просто сделаем немножко. Оп, все. Будем сейчас по одной нежно доставать наших деток. Слушай, смотри, какой цвет получился у глины. Безумный. И вот это прям легло. Что такого еще ни разу не было. Зольные глазури легли. Да. Интересно, благодаря чему? Наверное, благодаря нашей уникальной технологии подброса дров. Да. Новый. Потому что вот оно видно хорошо здесь, как заглазуровалось вот это вот горит, вот этот вот зольный глазурь. Либо стекло с глазурью. Ох ты, я. Это чунь потянуло, мне кажется. Да. Это у нас пиала производства нашей 5-летней гончарной мастерицы. Черепок какой-то просто фантастический. Может, какой-то мусор попал, да? Но так очень красиво все равно. Да, интересно. Это, видимо, тоже что-то там купаж какой-то. Ну, они все купажированные. Ну да. Вот тоже класс. Похожий эффект был на прошлом мужике, да? Смотри, вот это перегорело. Ага. Перегорело. Но при этом, смотри, она гладкая, она не спузырилась. Да, она нормальная. То есть это просто глазурь так, видимо, может быть, смешение было не очень удачное.
Мы еще плавно подбираемся к самому интересному. Мы пока только сбираем верхнюю часть верхних площадок. У нас там внизу еще 2 этажа, но самое интересное в конце, там стоят вазы, которые мы не знаем, что там. Неизвестно еще, целые или нет. Да. Что-то там у нас бабахало, кстати, в процессе. Но может быть это были дрова. Будем надеяться, что это были дрова. Ох ты, ё-моё. Это вот мои шизоидные эксперименты. Правда, не видно, собственно, смешение само Нивияги. Но Естественно, его не видно, потому что, чтобы его было видно, нужно получилось, прозрачное. по-моему, это очень интересно. Так, ну что, мы разобрали 2 этажа лещадок. И у нас остался 3-й, самый нижний этаж. Итак, мы его поднимаем. Ярик, осторожно, ходи. Ставим. Я говорю, Класс! он же мастер знает, что говорит. Мастер, конечно. Мастер все знает. Оп. Но, как минимум, у нас есть уже 3. Это точно. На, Там водичку в на этих пиалах мы будем делать ручную роспись по дровяному обжигу над глазурными красками, да? Угу. И потом обжигать снова. И это будет уникальнейший наш еще один проект, который тоже часть нашего большого керамического проекта. Как аккуратно собралось, так, знаешь, вот, знаешь, это надо же подгадать, чтобы так собралось. Очень много опять собралось. Ах ты, ё-моё. Мои тиваны огонь. У нас в этот раз как-то очень круто получились вот эти зольные истории. Прям очень круто. И на черебок нас легли, и на все остальное. Она отвалилась вот там, смотри, Ага. и заглазуровалась. Да, класс. Где? Здесь. Да, здесь отвалилась глазурь, но на ее место пришла глазурь зольная. Получилось просто отлично. Это топ. Завтра жжем. О, класс! Ну что, Андрей, получилось разделить легким ударом. Отлично. Да. Ваза Cosmic Style. О! Ну не красота ли, а? Слушай, ну вообще. Оп. Такая вот красота. Это очень необычно. Да. Такая по краешку, причем почему-то. Потому Почему? что макал я. Блин, интересно то, что обжиг тоже есть общее с прошлым, но очень много совсем другого по-другому получилось. В трубу осталось залезть. Вазы, конечно. Ну, вот это вот покрытие очень круто получилось. Да. Что ты там сделал? Но я примерно помню, там было несколько просто таких глазурей, которые одна на другую. Ну что, это успех. Вот, еще, конечно же, как всегда, в любом случае есть куда стремиться, есть куда двигаться, но это уже очень круто. Я очень доволен. Это значит, что мы будем жечь скоро еще, и впереди предстоит нам еще много экспериментов, потому что с каждым обжигом мы стремимся к чему? Мы стремимся учиться, правильно? Делать что-то новое. Вот, собственно, в этот раз у нас, по-моему, тоже получилось. Молодцы. И главное, вот все правильно делали, спокойно. Вот что прошлый был обжиг спокойный, что этот спокойный. Вот так и надо. Никуда особо не кипишить, просто делать свое дело. Вообще невероятная глазурь, конечно. Блин, какая же крутая штука дровяный обжиг. Вот ты каждый раз открываешь и думаешь, что же там будет? Что же там получится? Вот тоже пиалочка. Это надо пережигать. Поставили просто в трубу, но в трубе температуры не хватает. Краешки запеклись, а донышко как-то не стало запекаться.
Я нас поздравляю. Да. Торжественно. Это круто. Это круто. Будем двигаться дальше. Сейчас нам надо все это упаковать, отнести, промыть, что-то почистить, что-то отправить в пережиг, что-то в утиль. Вот такие смешные тоже эффекты. А что-то будет нас радовать. Из этого будет у нас замечательная роспись. Это прям Дзиджень, прям типичный классика получилось. Такой